Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Виктор Калгин. Я работаю в компании КПМГ и занимаюсь налоговым планированием, налоговым структурированием, помогаю своим клиентам разобраться в сложных структурных налоговых вопросах и выстраивать эффективные структуры бизнеса, а также сопровождая изменения таких структур, чтобы при этом не возникало неоправданных налоговых потерь и а, не возникало неприемлемых налоговых рисков, налоговых сюрпризов. В последнее время со своими клиентами я много обсуждаю планируемое повышение ставки по налогу источника, и я решил записать это видео по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы рассказать о планируемом повышении, поделиться своими мыслями по этому поводу, рассказать о том, что можно было в связи с этим сделать, как подготовиться к планируемому повышению ставок по налогу источника. А во-вторых, для того, чтобы пригласить всех поучаствовать в опросе, который будет посвящен повышению ставок, который поможет собрать и рассмотреть на будущих мероприятиях, в практических материалах, которые мы готовим, те сложности и вопросы, которые у вас возникают в структурах в связи с планируемым повышением ставки по налогу источника. Вот. Поэтому вот ближайшие где-то 20 минут будет посвящены этой теме, и презентация будет состоять, видео будет состоять из трех частей. В первой части мы разберемся в том, что происходит и на какие структуры планируемое повышение налогоисточника повлияет. Во второй части расскажу о том, на что изменения не повлияют, какие структуры останутся по-прежнему эффективными с налоговой точки зрения, потому что далеко не все не все ситуации, не все структуры пострадают вот от того, что налог источника планируется повысить. И, наконец, в третьей части разберемся в том, как подготовиться к таким изменениям, что можно сделать для того, чтобы подготовить свою структуру к будущему повышению ставок, чтобы сохранить эффективность структур бизнеса. Вот, ну и да, в самом конце расскажу о том, как поучаствовать в вопросе по поводу повышения ставки по налогу источника. Итак, что же происходит? Повышение ставок, каковы факты? Ам, а, В марте Минфин объявил, что планируется повысить налог у источника по дивидендам и процентам для транзитных юрисдикций. И вот в этом объявлении, официальном таком сообщении Минфина упоминался Кипр, ну и какие-то другие неназванные транзитные юрисдикции. И вот уже в начале апреля появился текст протокола, в котором было предложено Кипру, который российская сторона направила на Кипр и предложила поменять соглашение с Кипром, повысить там ставку до 15%. Ну, в двух словах напомню, действующее соглашение с Кипром, оно довольно благоприятное, оно позволяет по налогу источника, по дивидендам ставку снизить с 15 базовых, стандартных, которые предусмотрены российским налоговым законодательством, до 5. То есть 3 раза снижается ставка по налогу источника по дивидендам, такая льгота по соглашению с Кипром, а также еще лучше, с 20% до нуля снижается ставка по налогу источника на процент. И вот эти ставки по процентам и дивидендам планируется повысить до 15%. Ну, и упоминается возможность расторгнуть налоговое соглашение, договор с Кипром, видимо, на тот случай, если не удастся договориться вот об этом объявленном повышении ставки по налогу источника. И чуть позже Минфин сообщил, что похожие предложения были направлены Мальте и Люксембургу. Вот таким образом у нас 3 страны, которые подвержены вот этому повышению ставок. В соглашении России с этими 3 странами планируется а, внести изменения и повысить налог у источника по дивидендам с 5 до 15% и по процентам с нуля в случае Люксембурга и Кипра, или с 5 в случае с Мальтой до 15 же процентов. Вообще, стоит сказать, что изменения в налоговые соглашения штука сложная, процедура достаточно длительная, и подробности погружаться мы не будем, но реальность такова, что раньше, чем начало следующего года, эти изменения ну, не получится реализовать. Самое раннее, когда будут действовать новые ставки, это 1 января 2021 года, и для этого должны пройти определенные процедурные события. Таким образом, есть время для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы адаптировать свою структуру к будущему повышению ставок налогового источника. Итак, каких структур это коснется? Первое– это холдинговая структура. Если мы предположим, что российская компания принадлежит кипрскому холдингу, выплачивает дивиденды, то действующее соглашение позволяет такие дивиденды облагать по ставке 5%, а измененная редакция, в соответствии с направленным на Кипр протоколом, предусматривает 15% ставку, что, вообще говоря, все равно, что не применять соглашение вообще, потому что это ровно та самая обычная стандартная ставка, которую предусматривает Российский налоговый кодекс. Вот, льгота никакая, в общем-то, действовать не будет в отношении холдинговых структур.
В отношении финансовых структур, предположим, что у нас есть люксембургская, ну, с таким же успехом это могла быть и кипрская или мальтийская финансовая компания. Если такая компания выдает заем российскому юрлицу, то, соответственно, те проценты, которые из России выплачиваются на Люксембург, к примеру, сейчас не облагаются у источника вообще, то есть применяется нулевая ставка, а будут облагаться по 15% ставке, что все еще лучше, чем стандартная базовая 20%, но, конечно же, далеко не такая благоприятная, как предусматривается сейчас. Вот. А, Это о том, что произошло. В двух словах о том, что не произошло и что не изменится. Если мы предположим, что все-таки Россия договорится с Кипром, Люксембургом и Мальтой, произойдут изменения и соглашения не будут расторгнуты, то продолжат действовать другие льготы по соглашению. Например, роялти не упомянуто в списке там, доходов, которые должны облагаться по повышенным ставкам, и у нас по соглашению с Люксембургом и Кипром действует нулевая ставка вместо стандартной 20% российской ставки по роялти, а мальтийское соглашение предполагает 5%, что, конечно, не так хорошо, как 0, но лучше, чем стандартные 20. Вот если есть лицензионные платежи в структуре, то они по-прежнему будут иметь доступ к таким льготным пониженным ставкам по налогоисточнику. Ну и, например, оплата услуг. Если а, а, иностранные компании оказывают услуги, допустим, даже те, которые облагаются налогом источника, как лизинговые платежи или как услуги по международным перевозкам, то действующие соглашения, так же как и соглашения измененные, они будут давать льготу, предусматривать льготные правила налогообложения услуг и давать доступ к освобождению от налогоисточника, который предусмотрен российским законодательством. Это первое. Второе, о чем важно помнить, во всяком случае, во втором блоке будет таких три важных вещи о том, что не произойдет, о том, что не повлияет, не изменится. Так вот, второе – это то, что не поменяются локальные правила. На Кипре ставка не изменится, во всяком случае, не в связи с а, изменениями в соглашении между Россией и Кипром. Вообще локальные правила налогообложения останутся неизменными. И на Кипре как дивиденды не облагались при получении, так не будут облагаться, как проценты на том же Кипре облагались по ставке 12,5% стандартной корпоративной, так и будут дальше облагаться, независимо от того, что написано в соглашении. И как налогоисточник Кипр не взимал при выплатах за рубеж, так и не будет взимать, несмотря на то, что российское соглашение будет такие правила налогом, возможность облагать у источника выплаты будет предусматривать. В другой части, в части российских налогопоследствий, которые применимы к таким международным структурам, также изменений не произойдет. Например, также будут применяться правила контролируемых иностранных компаний, которые вообще слабо зависят от конкретной юрисдикции и, в общем-то, не зависят от того, какой налог у источника применим по соглашениям с тем же Кипром или Мальтой. То есть как кипрские или люксембургские контролируемые компании были в структуре, так они продолжат существовать независимо от изменений. И, например, не изменится нулевая ставка по полученным из-за рубежа дивидендам, в том числе от кипрских, люксембургских холдинговых компаний. Если у нас такие холдинги распределяют дивиденды в Россию, то в России полученные дивиденды можно облагать по нулевой ставке, и это не изменится, несмотря на то, что будет предусмотрено в новых редакциях соглашения с этими странами. Вот. И, наконец, третья важная история, которую стоит помнить, это то, что Минфин пообещал, что изменения не коснутся там, еврооблигационных займов и, банковских кредитов. История важная. Вот еврооблигационные займы, они в действующих правилах, ну, в двух словах напомню, это структуры, в которых иностранная компания создается для того, чтобы быть таким администратором платежей от российских конечных заемщиков конечным же держателям облигаций, которые когда-то облигации купили у зарубежного эмитента и рассчитывают на получение процентов по ним и каких текущих выплат погашения этих долгов облигаций. Да? Вот эта льгота, она уже сейчас не завязана на льготы по соглашениям. Если, например, как это часто бывает, в Люксембурге создается такая специальная компания для еврооблигационных займов, то проценты, которые из России, от российских заемщиков на эту люксембургскую компанию выплачиваются, они у источника не облагаются не из-за соглашения, а уже много лет действует льгота в налоговом законодательстве, в налоговом кодексе. Правда, стоит отметить, что эта льгота, она привязана к наличию соглашения с той страной, где находится эта специальная компания, эмитент облигаций. Но, в общем и целом, она не зависит от ставок по соглашению. Но, однако, важно, что если соглашение вдруг будет расторгнуто, допустим, с Люксембургом, то, чтобы вот выполнить обещание, Минфину потребуется изменить налоговые правила законодательства, убрать зависимость от этой льготы
освобождение от налогового источника по еврооблигационным займам от наличия соглашения с той страной, где находится эта специальная компания. Ну, а в отношении банковских кредитов интереснее. У нас специальной льготы на эту тему нет. Вот нет таких специальных правил, какие есть в отношении еврооблигационных займов. И протокол с Кипром, он не предусматривает каких-то специальных льгот по банковским кредитам. И остается только догадываться, каким образом будет это обещание выполнено. Ну, очевидно, либо должны произойти изменения в соглашении, то есть протокол должен предусматривать специальные правила для банковских кредитов. Допустим, если банк люксембургский выдает кредит в Россию, то, значит, какие должны быть специальные правила для налогового источника по процентам. Либо какие-то изменения в самом российском законодательстве по аналогии с еврооблигационными займами. Вот, история интересная. Ну, давайте будем следить за развитием событий. И, наконец, заключительная третья часть. Что же со всем этим делать? Ну вот, очевидно, что, как я сказал в начале, если мы все понимаем, что налог источника по соглашениям быстро не поднять, и раньше, чем начало следующего года, изменений не произойдут. Поэтому очевидная идея – это накопленные доходы распределить, выплатить дивиденды и проценты, которые накоплены в ваших текущих структурах. Если вы можете к ним применить льготные ставки, то это есть всякий смысл сделать, пока эти льготные ставки действуют, пока они не повышены. Ну, а на более долгосрочную перспективу нужно подумать о реструктуризации. Вот об этом будет заключительный слайд в третьем разделе. Каковы же есть альтернативные структуры? Что можно сделать, чтобы не потерять налоговую эффективность и при этом не использовать льготы по соглашениям? Я рассмотрю 4 структуры, очень коротко. И вообще каждая из них, каждая ситуация уникальна, и нужно рассматривать применительно к конкретным обстоятельствам. Каждая структура, естественно, у нее есть свои особенности, она заслуживает отдельного разговора. Ну вот если очень кратко, то, предположим, можно использовать так называемый сквозной подход. Есть уже несколько лет существуют правила, по которым можно иностранную часть в структурах для российских налоговых целей игнорировать и считать, что конечный получатель, допустим, российская компания, либо российское физическое лицо является получателем тех же дивидендов или процентов и применять налоговые последствия, как если бы он получил, эта компания, либо физическое лицо, оно получило эти доходы напрямую. Соответственно, в таких ситуациях мы не используем льготы по соглашению, применяем сквозной подход, как если бы выплата была напрямую российскому резиденту. И это означает, что можно по дивидендам, допустим, получить нулевую ставку. Если мы говорим о российской организации, в отношении российских физлиц, применить 13% ставку. Вот. И преимущество такой структуры, что его можно часто применять без всякой реструктуризации. Вот в действующей структуре заявить сквозной подход и применить соответствующие последствия. Но надо помнить о рисках, о том, что мы не должны поставить под удар свои прошлые периоды. Если мы раньше заявляли компанию, Кипрский холдинг, например, как фактическим получателем дохода по дивидендам, то сейчас, если мы объявим его таким транзитным звеном, несуществующий для налоговых целей компании, то это может под удар поставить исторические риски. Исторические последствия, исторические льготы, точнее, может создать исторические риски. Вот. И, кстати говоря, про сквозной подход, тревожная новость, появился законопроект, который ограничивает применение сквозного подхода в структурах, где сейчас можно применять нулевую ставку для российских организаций. Законопроект предполагает изменить эти правила и нулевую ставку делать недостижимой. Ну вот на эту тему эта тема достойна совершенно отдельной дискуссии. В общем, в целом, да, это тоже важно. Нельзя было бы не упомянуть вот об этом возможном изменении, ужесточении правил сквозного подхода. Но так или иначе, все равно это в текущих реалиях сквозный подход вполне жизнеспособная конструкция, и многие компании успешно пользуются и выстраивают эффективные структуры с использованием сквозного подхода. Вторая идея из 4 – это иностранная компания «Российский резидент». Идея похожая чем-то на сквозной подход, потому что если мы иностранную компанию признаем российским резидентом, для этого нужно зарегистрировать ее филиал в России, подать заявление о признании российским резидентом, то мы сможем применять нулевую ставку по дивидендам, которые выплачиваются в ее адрес, независимо уже от льгот по соглашению. Более того, по соглашению как раз меньше 5%, а по дивидендам удерживать нельзя. Вот эта структура позволяет дивиденды получать, облагать по нулевой ставке и реинвестировать без дополнительной налоговой нагрузки. Нужно помнить, что мы, регистрируя иностранную компанию в России, признавая ее российским резидентом, не должны поставить под удар ее исторически старые периоды, старую деятельность. Если
есть факторы, которые свидетельствуют о том, что иностранная компания в прошлом была резидентом, ну, управляли из России, то налоговая получает к ним больший доступ после того, как вы иностранную компанию в Россию зарегистрируете. Вот об этом стоит помнить. Это некоторый минус данного варианта. Третий вариант – это просто заменить иностранные холдинги на российские. Понятно, что это далеко не всегда возможно. Также еще один минус – это то, что нужно структуру менять, нужно менять холдинговые компании с иностранных на российские. Но зато с точки зрения исторических рисков и текущих налоговых последствий это более простая история, позволяет принять нулевую ставку по тем же дивидендам. Да, и не привязаны, такие структуры не зависят от льгот по соглашениям. И, наконец, четвертый пример – это международные компании, международные холдинговые компании, которые можно получить при редомицеляции иностранной компании в России. Это широко известные российские офшоры и льготы, которые представляются при таком перемещении, редомицеляции иностранной компании в специальный административный район на острове Русский либо острове Октябрьский. Вот. Это сложный с точки зрения реализации вариант, но он дает как защиту от исторических рисков. Есть специальные правила, например, запрет на проверки иностранных компаний, которые в порядке домицеляции в Россию приходят. И кроме того, есть некоторые льготы, которые российским компаниям недоступны. Пониженный порог по дивидендам 15% вместо 50% достаточно для того, чтобы применять нулевую ставку по дивидендам, а также с 5 лет до 1 года, ну, правда, при условии 15% доли владения, снижен срок владения дочерними компаниями для того, чтобы применять нулевую ставку при их продаже. Вот. А вот такие 4 идеи, 4 альтернативных решения, которые позволяют сохранить эффективность структуры, не зависеть от льгот по соглашениям, и на которые не повлияет повышение ставки по налогоисточникам. Итак, давайте подводить итоги. Первое – это то, что повышение ставок затронет ряд структур. Это касается финансовых и холдинговых компаний, финансовых холдинговых структур на Кипре, на Мальте и в Люксембурге. Далеко не все структуры пострадают. Например, лицензионные выплаты не должны облагаться по более высокой ставке вот по действующей редакции предложенного Кипра протокола. Кроме того, Минфин обещает не повысить ставку по налогоисточнику по еврооблигационным структурам и по банковским кредитам, по процентам по банковским кредитам. Ну и что можно со всем этим делать? До конца года можно подумать о выплатах накопленных доходов, дивидендов, процентов, пока действуют льготные ставки, а на более длительную перспективу подумать о реструктуризации. Вот 4 идеи реструктуризации, 4 идеи альтернативных решений, структур, они приведены на предыдущем слайде. И в заключение, как обещал об опросе, я всех призываю поучаствовать в опросе, который вы найдете вот по ссылке на этом слайде. Также ссылку эту можно найти в описании к этому видео. Опрос позволит нам лучше подготовиться к будущему мероприятию и к практическим материалам, которые мы будем готовить в отношении планируемых изменений, планируемого повышения ставки по налогу источника. И я всех призываю в этом опросе поучаствовать. Пожалуйста, делитесь своими вопросами, практическими ситуациями. Мы их все постараемся учесть. Ну, либо просто можете прислать описание ваши вопросы по электронной почте vklgin@kpmg.ru. И в любом случае буду с вами оставаться на связи. Буду рад вашим вопросам, письмам, комментариям, сомнениям, идеям. Можете связаться со мной по телефону, либо по электронной почте. И давайте будем на связи. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.